Полученный во время пандемии опыт заставил каждого из нас задуматься над тем, кто мы, зачем мы делаем то, что делаем, куда мы идем. Мы очень скоро увидим, кто был прав. Может быть, белорусский сценарий самый правильный. Объявленные нерабочие дни по разъяснению Верховного суда не считаются нерабочими. Практически все либо бандиты, либо воры, либо там казнократы, да. Мы упали, на 90%. Массовая безработица, драматическое падение доходов миллионов людей по всему миру. Пока еще эксперимент не завершен, он на живых людях ставится. Надо помнить о том, что может быть еще хуже. То, что сегодня вот так, не факт, что это дно. Будет рост преступности. Ближе к осени настанет полный крах. 2020 для всех нас стал ярким. Время, которое мы вместе с вами сейчас переживаем, точно будем вспоминать и говорить о нем как о времени новых возможностей. Нам пришлось изменить свои убеждения и привычки, потребительские предпочтения, правила работы. Кризис – отличное время, чтобы задуматься над самым главным – платить команду и создавать новые продукты. Airbnb выстрелила в 2008 году. Основатели именно в это время нашли проблему, которая появилась на рынке в период именно кризиса и сумели изменить потребительские предпочтения людей, создав принципиально новый продукт для глобального рынка. Airbnb was founded in the aftermath of the 2008 financial crisis. We had revenue from day one, and we didn't actually need to raise money at any given point. The company spent big during this period of growth. Administrative costs increased 113% between 2017 and 2019 as they hired thousands of employees and built out a corporate headquarters in a trendy San Francisco neighborhood. Вне кризиса люди не были готовы даже пробовать пускать к себе в дом чужих людей в таком масштабе. Но кризис забрал у людей деньги, сформировал новый рынок из тех, кто хотел экономить. Сегодня Airbnb оценивают в 30 миллиардов долларов. За 10 лет работы эта компания обогнала капитализацию сеть отелей Hilton, которой 100 лет. При этом Airbnb не владеет недвижимостью, как Hilton, и не имеет такого количества персонала. Во время текущего кризиса рождается новая волна бизнесов под новые тренды. Ведь именно в кризис люди готовы менять свои привычки потребления, по-другому действовать, покупать по-другому другие продукты. Бизнесы, которые не смогут создать внутри себя новые модели, адекватные рынку, просто выйдут из игры. Сегодня лидируют компании с современной культурой, которые имеют понятную для команды миссию и принципы. Часто это связано с тем, что такие команды более самостоятельны и не требуют контроля. Ведь в кризисные времена особенно важно иметь набор базовых ценностей, так как мы не успеваем создавать для команд новые правила, ведь все слишком быстро меняется. В марте этого года количество ежедневных пользователей Microsoft выросло более чем в 2 раза до 44 миллионов. And Microsoft Skype surged to 40 million daily users last month, up 70% from the previous month. На 70% выросло количество ежедневных посещений Skype. Мы предпочли делать больше онлайн-покупок, и чистая выручка Amazon в первый квартал 2020 составила 75 миллиардов. Это на 26% больше, чем они получили за первые 3 месяца 2019 года. The amazing Amazon really just continues to amaze and hitting all-time highs almost every single day. Look at this incredible run, up 21%. In just 2 weeks' time. За время пандемии на 16 миллионов увеличилось число платных подписок в Netflix, что вдвое превысило прогноз. Аудитория крупнейшего онлайн-кинотеатра достигла 183 миллионов человек. Капитализация компании резко выросла и сейчас составляет около 85 миллиардов. Netflix adding 15.7 million subscribers in the quarter. That's about double what analysts expected. The company also forecasting the addition of 7.5 million subscribers in the second quarter. That's more than 3 million more than analysts' predictions for that. За неделю карантина целые отрасли изменили свои бизнес-модели. Такой скорости мир не видел никогда. Рестораны закрывают свои заведения, чтобы открыть точки продаж по доставке еды. Restaurants, large and small, are doing the best they can to navigate the economic shock brought on by the pandemic containment initiatives. So the COVID shutdowns are probably the biggest existential crisis that this industry has ever faced. The National Restaurant Association estimates that between March, April, and May of 2020, sales will decline by $225 billion. Вся индустрия образования ушла в онлайн за 1 месяц. Такого мы не могли себе представить раньше. Деловая активность всего мира теперь ведется в онлайн-конференц-комнатах. И есть подозрение, что люди привыкнут к такому формату жизни и работы. UNESCO tracks the number of school closures due to COVID. As of April 20th, 1.6 billion students from kindergarten to college had their schools shut. And even as the school shut down, people went online to start learning. So we've seen individuals coming to Coursera, 500% year-on-year increases from the mid-March period to now. Меня зовут Руслан Гафаров. Наш канал Малик Трип – ваше окно в то, что в Кремниевой долине происходит. Если вы еще не подписаны на наш канал, делайте это прямо сейчас. Задавайте вопросы в комментариях, голосуйте за те, которые вам понравились больше всего лайком. На лучший вопрос мы обязательно запишем видеоответ. Автору подарим книгу.
Последние 4 года я изучаю то, как работают самые дорогие организации в мире. Находясь в России, я узнал, что Google стоит дороже, чем весь фондовый рынок России. И принял решение переехать в Кремниевую долину, чтобы изучить, как работают лучшие организации в мире и применить то, что узнаю, в работу своей компании. Так, вместе с участниками наших программ Malik Trip я посетил сотни организаций США, которые находятся в Нью-Йорке, Сиэтле, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, с главным фокусом на компании Кремниевой долины. Мы выложили десятки видео с носителями культуры организаций Кремниевой долины на нашем YouTube-канале. Так как 10 лет я сам работал по найму в разных организациях России и веду предпринимательскую деятельность примерно столько же, мне удалось понять разницу между подходами к ведению бизнеса стран СНГ и США. Об этом я пишу в статьях известных изданий, рассказываю на конференциях, мастер-классах и прямых эфирах. В 2018-м издательство «Питер» выпустило мою книгу «Сам себе босс», которая получила статус бестселлера на сайте Озон. Книга актуальна, покупается, и мы получаем сотни восторженных отзывов. В книге я описал трансформацию нашей компании глазами одного из сотрудников в формате бизнес-романа и дал конкретные инструкции, как можно делать похожие изменения внутри организации. Сейчас я заканчиваю работу над своей новой книгой, которая будет относиться к жанру бизнес-литературы и опишет конкретные инструменты, о которых я узнал за последние 4 года исследований организации Кремниевой долины. Ниже в описании под видео вы найдете ссылочку, по которой можете скачать часть этой книги. Главное отличие организации Кремниевой долины от всего остального мира – это культура. У каждой организации есть своя культура. Она есть даже если вы никогда не описывали ее в документах и даже если вы никогда не думали об этом и ни с кем не обсуждали. Культура вашей организации – это то, как на самом деле думают ваши сотрудники о том, как ведутся дела вашей организации. Например, если в вашей культуре нет процесса продвижения, то человек, подсознательно анализируя, как ведутся дела в вашей компании, может понять, что в должности растут не те, кто круто делает свою работу, а те, кто умеет договариваться с руководством компании, носить подарки, угождать какому-то конкретному лидеру. Организации долины делают акцент на создании понятной для команды культуры. Они много работают над тем, чтобы договориться с каждым из членов их огромных команд о том, куда они вместе идут через миссию организации и о том, как именно они это делают через принципы работы. Такой подход формирует прозрачные договоренности верхнего уровня с каждым сотрудником относительно того, что такое хорошо и что такое плохо внутри нашей организации. Это помогает передать ответственность собственника за создание всех остальных внутренних правил сотрудникам организации, используя вот эти как раз вот базовые принципы. Команда внутри описанных принципов работы способна сама гибко менять подходы к работе, выбирать инструменты достижения целей, масштабироваться и создавать новые направления бизнеса, используя базовые договоренности о том, куда и как мы идем все вместе. Я записываю это видео на улице Университи города Пало-Альто. Тут создавалась культура Google, Facebook, PayPal и многих других компаний, которые открыли свои первые офисы именно в этом районе. 25 мая мы начали наш недельный онлайн-интенсив. В программе приняли участие 60 топ-менеджеров и собственников бизнеса, которые управляют организациями со штатом больше 100 человек. 7 дней вечером мы проводили встречи с сотрудниками компании Кремниевой долины. Слушали презентации о внутренних процессах Netflix, Google, Cisco, Amazon и задавали вопросы онлайн. Вот как между собой команды взаимодействуют, да, чтобы это было без бюрократии и позволяло принимать быстрые решения? Ну, во-первых, в Netflix избегают слова «правила», потому что наше главное правило – это отсутствие правил. В нашей культуре один из главных принципов культуры – это свобода и ответственность. Идея, в принципе, Netflix и нашей модели в том, что у каждого человека на каждом уровне, если он в менеджменте на уровне иерархии, если он инженер на своем уровне, есть полная свобода действий. У нас нет никаких бюрократических, не то что никаких бюрократических, максимально пытаемся убрать бюрократические преграды, начиная с мелкого. У нас нет политики отпусков, у нас нет политики, сколько можно потратить денег на что-то. Или я сегодня работаю из дома, могу ли я списать, вот могу ли я оборудовать себе рабочее место и списать это в Netflix. У нас нет политики, у нас нет правил, можно это делать или нет. Каждый человек имеет свободу это делать, но он должен это делать в интересах Netflix. То есть я, как сотрудник Netflix, должен понимать, какие цели сегодня у Netflix, что Netflix делает успешным. Я должен разделять эти цели и действовать в интересах компании. Ну, а если что-то пойдет не так или там, окажется, что я делаю что-то неправильно, то наступает время ответственности. Если я делаю что-то не так, и это не помогает компании, и это, например, вредит компании, то я, наверное, в компании не буду работать. Когда человека наняли, все, он приходит в компанию, ему дали там обратную связь, каким образом дальше у него происходит адаптация? Адаптация происходит следующим образом. Опять же, зависит от функции, от роли. В каждом случае менеджер подготавливает пакет документов и список людей, с кем тебе нужно встретиться. То есть вот такие-то документы ты читаешь, вот с такими-то людьми встречаешься. И ты назначаешь встречу или он сам должен назначить встречу? Нет, какое ты время даешь?
Смотри, в Амазоне такая культура, это один, опять же, из принципов, но на него очень большой фокус, это называется ownership. Тебя взяли на работу, тебе платят деньги за то, чтобы ты сам принимал решения и делал свою работу. То есть над тобой нет человека, который будет стоять и тебе давать какие-то указания. Менеджер и так уже помог, он тебе составил список документов, список людей, но дальше ты сам. Менеджер у тебя чаще всего в начале, он там с тобой встречается несколько раз в неделю, потом это переходит больше раз в неделю, но есть чек-ин основной такой через 3 месяца, это где с тобой встречаются и смотрят, там, как у тебя прошел вот этот процесс онбординга, да, как ты себя чувствуешь, что происходит и так далее. Вот это 3 месяца, но считается, что к 6 месяцам ты должен уже более-менее понять, что ты делаешь, и начать как-то уже какие-то свои идеи или уже приносить какой-то опыт. Да, через сколько задачи ставятся человеку? Ну, то есть, грубо говоря, вот раз в неделю встретились, да, он там... Но нету такого, что ты обязан там в первые 3 месяца что-то сделать или в первые 6 месяцев что-то сделать, да, и если ты не сделал, тебя будут спрашивать. Скорее всего, будут, но с такой более-менее поблажкой. Опять же, считается, что 6 месяцев нужно в среднем, после 6 месяцев это уже начинается, такая жизнь нормальная, где тебе уже начинают ставить какие-то цели. Там в Амазоне был целый портал, как типа социальная сеть, где можно было выбрать себе ментора, как LinkedIn, амазоновская своя внутренняя разработка. Как бы, на самом деле, каждый человек должен выбрать себе ментора, но там это не мега прям за этим следили, да, но по как бы там теоретически у каждого должен быть ментор. Но и особенность крутая это в то, что ментор должен был обязательно быть из другого подразделения, из другого проекта. То есть он не должен быть в том проекте, где ты работаешь, потому что тогда получается как бы предвзятость, да, относится. Это другой прекрасный пример, очень всем, я уверена, знакомый, о том, как градостроители прокладывают для нас дорожки, да, и вот это то, как они думают, нам нужно ходить, и мы хотим ходить, и это то, как реально пользователи используют, да, и, как вы видите, это совсем не соответствует. Это еще один пример тоже того, как, когда мы создаем продукт, мы создаем так, как мы хотим, так, как мы думаем, но совсем это не то, как пользователь хочет и как это будет для него работать. Участники высоко оценили нашу работу. Многие включились в наш 5-месячный мастер-майнд с носителями культуры Кремниевой долины. А нескольким компаниям мы помогаем внедрять полученные знания нашей команды экспертов. Первый день мы посвятили миссии и принципам. Спикером был Даг Киркпатрик, который стоял у истоков создания культуры в организациях Morningstar. С Дагом мы познакомились пару лет назад в штаб-квартире Morningstar, которая находится в часе езды от моего дома в Пало-Альто. Именно об этой компании я узнал из книги «Открывая организации будущего», которую рекомендовал мне к прочтению Герман Греф, когда я учился в Сколково. Первое, это вот как раз, на мой взгляд, потрясающая книга, она только недавно была переведена на русский язык, и она касается второй составляющей, той, которую мы вам не подарили. Это РАН. Как должна быть организована РАН в организациях будущего. Книга описывает менеджмент будущего. Ее написал Фредерик Лалу, который работал в McKinsey и занимался изучением того, как устроен современный менеджмент. На мой взгляд, именно эта книга, Герман Греф, положили начало современному менеджменту в России. Изучив примеры западных компаний, организации стран СНГ начали применять аналогичные подходы, и появились такие компании, как Кусвилл, Точка, Кнопка и многие другие. Morningstar вне сезона штат компании чуть больше 500 человек. В сезон количество сотрудников доходит до 3500 людей. Как им удается так масштабировать свой штат за короткий срок и при этом соблюдать принципы самоуправления? Об этом мы попросили рассказать Дага, который работает над культурой и внутренними процессами этой организации уже более 30 лет во время нашего интенсива. Давайте посмотрим вместе. Спасибо большое за то, что позвал меня сегодня. Я назвал свою презентацию «Эпоха самоуправляемой организации». Для начала, я считаю, что традиционный менеджмент сломлен. Технологии развиваются слишком быстро. Гарри Хэмилл говорит о том, что только в США мы впустую тратим на бюрократию $3 триллиона США, что составляет 1/7 всей экономики. Часть проблемы состоит в том, что мы используем старые методы, которые больше не имеют значения на современных рабочих местах. Мы говорим о людях как о ресурсах. Но человек не ресурс. Человек — это человек. Так, есть ли выход из этой проблемы, в которую мы сами себя загнали? Мы считаем, что да. Решение — дать возможность людям управлять собой.
Дайте людям управлять собой так же, как они делают это в обычной жизни. На этом фото изображено круговое движение в Суиндоне, Англия. На самом деле здесь 7 круговых перекрестков в одном, и водитель может выбрать любой путь для того, чтобы достичь пункта назначения. Множество путей ведут к одной и той же точке, и водителю нужно знать всего 2 простых правила, чтобы вести машину на круговом перекрестке. Ты уступаешь место всем, кто уже находится на кольце, и ты занимаешь нужный ряд для нужного съезда. Можно ли применить этот принцип самоуправления в современных организациях? Давайте я расскажу вам историю, чтобы узнать, можно ли это сделать или нет. Итак, весной 1990 года, ровно 30 лет назад, я объединился с одним из предпринимателей из Северной Калифорнии, Крисом Руфером. Задачей этого союза было разработать и поставить на ноги современнейшую технологию по производству еды. Проект назывался Morning Star. Мы работали в небольшом фермерском домике в Северной Калифорнии. Я контролировал финансы этого проекта. В нашей главной команде было 24 человека. Большинство моих коллег были механиками и электриками. Однажды наш основатель зашел на кухню в нашем фермерском домике и сказал, что хочет собрать всех коллег и обсудить управление компанией. Мы договорились встретиться с ним вечером в трейлере для строительных работ. Мы сели в кружок на железных раскладных стульях, и Крис раздал нам документ, который назывался «Принципы команды Morning Star». В принципах он предлагал заняться 2 важными вещами. Первый принцип – человек не должен использовать силу в отношении другого человека. Этот основной принцип закона во всем мире. Закон, который защищает людей от насилия, издевательства, кражи, ограбления, похищения, убийства и так далее. Основан на этом принципе. И второй принцип – люди должны выполнять обязательства, которые взяли на себя. Этот принцип тоже основа закона, особенно в договорном праве, который следит, чтобы обе стороны выполняли то, что обещали. И вот в течение нескольких часов мы обсуждали и дискутировали по поводу этих принципов. К концу вечера мы посмотрели друг на друга и поняли, что у нас нет разногласий. И мы приняли эти принципы. Эти принципы стали главным управлением в нашей компании. И когда мы вышли из трейлера тем вечером, компания стала самоуправляемой. Впереди нас ждало много работы, которую предстояло сделать. Перед нами лежали 1000 гектар помидоров по всему штату Калифорния. Нам понадобилось нанять сотни людей, чтобы начать работу на производстве и управлять грузовиками. Ценное итальянское оборудование везли к нам по морю в контейнере. Нам понадобилось нанять сотни специалистов, которые должны были работать круглосуточно 7 дней в неделю, чтобы построить фабрику. И в конце концов, 16 июня 1990 года мы запустили все наши процессы. Нам удалось произвести 45 миллионов килограммов томатной пасты для мирового рынка. Мы изменили всю томатную промышленность за одну ночь. И мы сделали это без единого босса, или надзирателя, или менеджера, или вице-президента. Мы просто следовали 2 главным принципам: не используй силу и соблюдай обязательства. 2 простых принципа, как у кругового движения. И компания начала расти. Мы открывали одну фабрику за другой. Мы расширяли свою компанию вверх и вниз по системе распространения. Мы открыли склады, чтобы обслуживать клиентов по всей Северной Америке. Мы расширили бизнес в области транспортировки, посадки и сбора урожая. Мы стали самым крупным производителем томатов в мире, и каждый в Северной Америке хоть раз ел наши продукты, и много миллионов других граждан по всему миру. Потому что мы продаем в магазинах кетчупы, соусы для пиццы, спагетти и так далее. И мы ни разу не отходили от 2 принципов за все эти 30 лет. Прямо как в круговом движении. Некоторых заинтересовала наша история, и в 2010 году бизнес-автор Гэри Хэмилл пришел к нам и написал статью о Morning Star для главной страницы журнала Harvard Business Review, где нас назвали самой креативной управляемой компанией.
Так как же все это сработало? Мы считаем из-за того, что люди могут быть самоуправляемыми в коллективе. Позвольте мне поделиться с вами некоторыми идеями о самоуправлении. Первую мысль, которую я хочу выделить. Организационное самоуправление ориентировано на принципы. Мы считаем, что два наших принципа — самые главные принципы человеческого взаимодействия. Эти принципы в отношениях между людьми — то же самое, что и гравитация физики. Представьте мир, в котором все люди договорились не использовать силу в отношении друг друга. Если бы такой мир существовал, не было бы ни армии, ни флота, ни полиции, ни замков на дверях. И, конечно, мы понимаем, что это невозможно. Но это не важно. Важно то, что чем ближе мы находимся к этому миру, тем больше места мы открываем для счастья, гармонии, процветания и командной работы. Следующая особенность самоуправления заключается в том, что человек — это максимальная реальность. Организации — это концепты. Команды — это концепты. Бизнес-единицы — это концепты. Только люди реальны. Только люди могут действовать и принимать решения. Компании, у которых нет цели и смысла, не будут успешны в будущем. Я говорю об управлении сложными вещами через простоту. Когда мы организуем компанию вокруг двух принципов, проще уже не бывает. Как в круговом движении, вы можете управлять сложными вещами через простоту. И последнее, о чем я хочу поговорить, это управленческий налог, за который мы очень много платим. Во всем мире в среднем в управленческой ячейке находится до 10 человек. И в среднем на 10 сотрудников приходится один менеджер. Менеджер, как правило, зарабатывает больше, чем обыкновенный сотрудник. Итак, на этом простом примере мы видим, что менеджер зарабатывает в год $90 тысяч, а 10 сотрудников в подчинении зарабатывают вместе $300 тысяч в год. И если эта маленькая компания увеличится в 10 раз, в компании будут работать 100 сотрудников и 10 менеджеров. Но если в компании становится 10 менеджеров, им самим понадобится менеджер. Вот как зарождается многослойность менеджмента и бюрократия. Если же мы просто научим эти 100 человек навыкам управления, тогда нам не понадобятся менеджеры. Каждый человек — менеджер в своей личной жизни. Каждый способен принимать важные решения, которые меняют его жизнь, без какого-либо босса. Каждый сам решает, с кем встречаться, на ком жениться, в какой университет поступать, рожать ли детей, покупать ли дом. Мы поняли в Morningstar, что если человек знает, что и как делать, то им не нужен босс. У идеи самоуправления есть несколько сильнейших характеристик. Отсутствие руководящих авторитетов. Никто никому не говорит, что делать. Все достигается по запросу. Мы верим в силу, а не во власть. Власть — это человек, который наделен возможностью угнетать и говорить, что делать нижестоящим. Все, что наделено и приобретено, может быть отобрано. В Morningstar каждый новый сотрудник наделяется властью. Властью пользоваться ресурсами компании, создавать отношения с коллегами и делать лучшее, на что он способен. Выполнение обязательств — один из главных основ компании. Это священно в Morningstar. Это основа для целостности и всеобщего доверия. И это достигается за счет договоренностей, которые мы называем коллегиальными. Люди подписывают соглашения с коллегами. Эта схема нашей организационной структуры в первой фабрике. Я — голубая точка в верхнем левом углу. Люди подписывают соглашения между собой, и эти соглашения образуют рабочие отношения, которые выглядят как паутина. Эта паутина находится в постоянном движении, потому что люди постоянно согласуют свои соглашения. Идея самоуправления сильно схожа с развитием Agile. Эта система идеально подходит для быстро изменяющегося современного мира. Не думайте, что Morningstar — единственная компания, которая стремится к новым способам организации работы.
Есть и другие компании, которые делают то же самое, что и мы. Вот несколько из них, их логотипы. Haier – самый крупный производитель бытовой техники. В их компании работает 70 тысяч сотрудников, разбитых в 4 тысячи самоуправляемых команд. Это Нанд Кишор Чодри в Джайпуре, Индия. Он смог организовать самоуправляемые группы 40 тысяч ткачей ковров из низших классов. Он сказал: «Не говори мне, что эти люди не могут быть самоуправляемыми. Они уже научились выживать. Как мы можем развиваться в этом мире? Для примера мы можем обратиться к природе. ДНК состоит из 2 спиралей – сахара и фосфата. В ней содержится вся необходимая информация о всех живых организмах. Мы должны признать природу человека». Это немецкий философ XVIII века Иммануил Кант. Он сказал, что у человека есть свободная воля, и у вас тоже есть свободная воля, потому что вы пришли на эту презентацию. У нас должны быть лидеры с видением, которым они могут поделиться с другими. Точно так же, как Крис Руфер поделился своим видением о 2 принципах в Morningstar. И вот мой вопрос для лидеров. Если такая шумная, пыльная, сельскохозяйственная компания, как Morningstar, смогла понять, как создать организацию, которая выглядит вот так, почему стартапы или хай-тек компании хотят управлять так, как это делали 200 лет назад? Сейчас самое время создавать организации, которые отражают будущее. Спасибо, что присоединились ко мне этим утром. Ребят, можете прям подключиться к встрече, да, если кто-то хочет, есть какой-то вопрос, голосом дайте знать. Спасибо, Даг, за презентацию. Мой вопрос касается договоренностей. Можешь ли ты рассказать подробно о том, какие именно договоренности согласуются? Ну, договоренности касаются таких вопросов, как кто, что, зачем, когда, где и как. Касаются того, кто ответственен за что-то. И мы начинаем с цели. А цель — это ответ на вопрос, почему ты здесь, в чем ты хорош в своей роли, и как то, что ты делаешь, поддерживает миссию, видение, ценности и принципы предприятия. И это важно во всем мире. Мы начали с этого. И мы даем нашим новым коллегам определенное время понять их индивидуальную цель и убедиться, что она привлекает их, а также привлекает их коллег, с которыми им предстоит работать. Мы начинаем с цели, которая отвечает на вопрос «зачем?», и потом мы переходим к вопросу «что?». То есть за какие процессы ты ответственен. Важно также знать, кто отвечает за принятие решения, кто отвечает за каждый процесс. Принимает ли он решение или советует что-то, или, может, принимает решение под присмотром другого, кто принимает решение. В целом, вот. Да, после «зачем» и «что» идет вопрос, с кем мне нужно объединиться. Есть ли люди, с которыми ты близок больше всего на работе? В основном это от 7 до 12 человек. И затем мы хотим, чтобы люди определили свои метрики, которые мы называем средствами достижения цели. Люди сами должны это делать, потому что у них нет руководителя, который бы сказал, хорошо ли они выполняют свою работу или нет. Люди должны управлять собой. В моей книге есть анкета, которую я сейчас покажу на экране. Он отвечает на все вопросы, касающиеся коллегиального письма понимания. То, что происходит в Morningstar, там люди индивидуально договариваются друг с другом. Ты можешь не знать собственника компании, а иметь просто договоренности с твоими коллегами. И тебе этого достаточно для того, чтобы работать. И ты не подчиняешься собственнику компании. Ты как индивидуальный предприниматель внутри организации заключил договор о том, что ты будешь делать внутри этой организации. Например, я перекладываю помидоры вот отсюда вот сюда. Это вот моя задача. Это моя роль, перекладывающих помидоров. И это все четко прописывается в этом как раз договоре. И на основании вот этих контрактов между конкретными людьми возникает как раз вот структура, который не имеет, по сути, какого-то, такого центра, к которому все подчиняются. Центр, он как бы есть, но он задает абсолютно, определенную волну, задает принципы, определяет миссию,
и все остальные миссии уже как бы люди подключаются к этой миссии и должны соответствовать этим принципам, потому что если они соответствуют, значит, они не могут работать внутри этой организации. Если так вот коротко. Да-да, цель — это стержень документа, который отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем ты в организации, зачем ты здесь, да? Будьте добры, подскажите варианты ответов, которые отвечали сотрудники. Прелесть самоуправления в том, что оно зависит от человека. Некоторые люди пишут 1 или 2 предложения, другие исписывают всю бумагу. Да, вот очень интересный пункт — это goals and objectives. А как происходит процесс определения этих целей? Они сверху спускаются собственниками или команда сама определяет эти цели? И как вообще происходит процесс согласования целей вот внутри Morningstars? Люди сами ставят себе цели в рамках стратегии организации. Слева в документе находится секция «Право на принятие решений». Здесь записывают всех, кто ответственен за принятие решений. И в целом тот, кто принимает решение, ответственен за него. Основатель Morningstar, который знает больше всех о томатной промышленности, принимает стратегические решения. Это не значит, что тот, у кого есть опыт, не может взять на себя право принимать решения. Но на данный момент на нем лежит ответственность за это. Так что он определяет стратегию, а все остальные ставят цели, которые коррелируют с ней. Спасибо. И еще один вопрос. Какие обязательства на себя взял сам лично Даг как вице-президент? За что он сам отвечает в этой компании и в какой команде? Моя личная миссия — быть проповедником для создания самоуправляемых организаций по всему миру. Это моя личная цель. Но делать это посредством выступлений, книг и консалтинга. Мой герой — доктор Питер Константбаум. Ему недавно исполнилось 92 года. Он последователь философии о работе. Он до сих пор работает по 8 часов в день. И когда мне будет 92 года, я хочу делать то же самое. Итак, вопрос вот сейчас снизу первый читаю. Каким образом осуществляется обеспечение самоорганизующихся команд финансовыми ресурсами? Есть ли контроль за расходами и доходами? Если есть, то каким образом организован контроль? В нашей компании есть 25-26 бизнес-единиц, и многие из них технические бизнес-единицы. Другими словами, это производственные бизнес-единицы. Каждый из них определяет собственный бюджет. И бюджет определяет финансовые требования. Каждая единица сама принимает решения касательно стратегии в своих областях производства. Наши бизнес-единицы лично ответственны за оборудование стоимостью $15 миллионов. Они принимают решения касательно персонала, бюджета, стратегии, оборудования. В некоторых случаях у них больше власти, чем у генерального директора. Во многих случаях у специалистов этих подразделений есть только среднее школьное образование, или они закончили профессиональное училище. Им платят столько, сколько платят выпускникам Гарварда, Стэнфорда, Йеля, потому что они лучшие в том, что делают. Будьте добры, скажите, пожалуйста, ваша система как бы понятно, вид сверху, но непонятно на практике. Какой вид наказания в вашей компании был, если человек не выполнял свои обязательства? Что случится, если человеку, которому дали обещание, спросит, почему не была выполнена договоренность? Он спросит, почему они не обсудили, почему договоренности были не выполнены. Это вопрос доверия. И если человек ведет себя так, что ему сложно доверять, кто-нибудь из коллег попросит его уйти. Задает вопрос, значит, Эмин Гусейнов, кто дает новые миссии? Morningstar, я так понял, ежегодно одна задача — собирать помидоры. А как на примере компании с миссией в 10 лет, задачами, которые меняются, возможно, контроль за исполнением миссии и задач коротких и долгосрочных? Это интересно, потому что мы просто меняем миссию компании. Наша прежняя оригинальная миссия — производить продукты из томатов
которые будут оправдывать ожидания наших клиентов экономически эффективным, экологически ответственным образом. Но сейчас мы поняли, что люди работают на себя. Люди работают, чтобы они и их семьи жили лучше. Поэтому наша сегодняшняя миссия — создать рабочую среду, в которой люди будут процветать. Эту миссию придумал наш основатель. Он предложил всем остальным внести вклад в это дело. Каждому было предложено поделиться своим мнением до полного принятия миссии. И мы очень рады, что теперь это наша миссия. Каждый может предложить внести изменения в любое время. Супер, спасибо за ответ. Если у сотрудников есть низкий уровень доверия к кому-то, с чего начать, чтобы перейти к высокому? То есть как-то работа проводится? Доверие держится на двух вещах. Оно зависит от умения держать свое слово, а также от того, может ли человек выполнять договоренности, или он проявляет отсутствие компетенции. Любой может попросить этого человека изменить свое поведение, или любой может попросить его уволиться из компании. У нас есть процесс, который называется «игра по соглашению». Например, если вы просите кого-то уйти из компании, тот должен ответить на эту просьбу, и если человек согласен уволиться, все решено. Но если начнется спор, тогда ты переходишь на вторую стадию и зовешь третью сторону. Это и на этой стадии не получилось прийти к соглашению, тогда зовут группу посредников. И если человек соглашается уволиться на этой стадии, все решено. Но если споры продолжаются, то обе стороны отправляются в суд, который уже принимает окончательное решение. Этому процессу уже 1000 лет, и он может решить любые разногласия между коллегами. Здесь не имеет значения принцип большинства или демократии. Здесь идет речь о праве голоса каждого человека на рабочем месте. Значит, смотри, то есть если коротко вопрос задать, как определяется ценность каждого сотрудника, как определяется доход? Рынок определяет зарплату сотрудников. Когда я нанимал работников, я опирался на рынок и знал, какую зарплату мне следует предложить, например, электрику, чтобы привлечь их работать у нас в компании. Поэтому мы устанавливаем размер зарплаты по рынку. Если кто-то хочет повышения зарплаты в этом году, они должны презентовать бизнес-кейсы. И они обсуждают повышение зарплаты вместе с комитетом. Надеемся, что у нас еще будет возможность пообщаться и пригласить Дага, чтобы вместе время провести, потому что это все очень интересно. Эксперты из команды MercyEye пошагово показали, как можно внедрить процессы современных организаций, о которых мы как раз узнали во время нашего онлайн-интенсива, в бизнесе стран СНГ. Меня зовут Николай, фамилия моя Вовченко. Я профессиональный психолог. В психологии моя специализация — это НЛП, нейролингвистическое программирование. Команда из 3 и больше человек, там уже в этой маленькой группе формируются свои некие правила и принципы, которые будут влиять полностью дальше на жизнедеятельность и на способность вообще этой команды достигать результата или наоборот проигрывать. Корпоративная культура — это не атрибут большого бизнеса, вернее, это условие, что правила должны быть везде. Привет всем, меня зовут Катерина, фамилия моя Акман. Темы, которые я буду раскрывать вместе со спикерами из долины, они связаны с ролью лидера, с постановкой целей и с отслеживанием результата и прогресса. Я внедряла систему управления эффективностью бизнесом в компании Coca-Cola, Hellenic, в их командах ту систему эффективности, которая помогала им максимально эффективно двигаться к целям. Если вы еще пока не проводите регулярные встречи 1 на 1, объяснить важно, что эти встречи будут регулярными и что задача этих встреч — помочь сотруднику максимально повысить свою эффективность, используя этот ресурс. Привет, меня зовут Лилия Валеева. Я буду отвечать как раз за блок подбора и адаптации. Про меня, то есть я более 14 лет уже в сфере управления персоналом. Я работала в производственных компаниях, такие как General Electric. И последние 5 лет я работаю в группе компании Тинькофф директором по персоналу.
Что я вообще всегда рекомендую, что вы берете своих сотрудников, вот прям список своих сотрудников, чтобы никого не забыть. И напротив каждого вы ставите примерно, на ваш взгляд, кто это. Там А-плееры, Б-плееры, С-плееры, да, и там Б+. Что с ними делать, как мы дальше там с ними живем и так далее. Значит, меня зовут Старовойтов Артем. Я уже 7 лет занимаюсь внедрением систем геймификации, групповой динамики и развиваю внутреннее предпринимательство внутри компаний. Работаю я с газовой, нефтяной отраслями, компании Русагра, Сбербанк, Метрополитен, Брабус. В основном это Россия, СНГ. На курсе я буду рассказывать про как раз-таки механики геймификации. Значит, если мы говорим профессиональным языком, да, что такое геймификация? Это получается наложение игровых механик на неигровые бизнес-процессы. Если говорить простым языком, смотрите, у вас есть в компании процессы. Это может быть заполнение CRM, там, звонки, отчеты, обучение и так далее. И геймификация – это, знаете, как вот чехол для айфона, который мы накладываем на этот процесс для того, чтобы создать вот этот вот позитив и драйв. Когда-то мне не было понятно, почему миссии и принципы так важны внутри любой организации. Но погрузив себя в культуру Кремниевой долины, я понимаю, что это единственный возможный путь выживания организации в современных условиях. Другими словами, если мы не сформулируем миссию, видение, принципы, то будем терять людей, самых крутых людей, самых талантливых вот в это кризисное время, так как они будут находить на рынке другие места работы, в которых есть осознанная и практичная культура. Та культура, которой они будут больше доверять и чувствовать себя уверенней. Инсайтов из программы было много. Я попросил нескольких наших участников поделиться главными. Давайте посмотрим. Дело в том, что мы в эту программу вошли не я один от компании Бурсервис, от группы компании Бурсервис, а вошла целая команда директоров, включая генерального директора группы компаний и основного мажоритарного собственника, и остальных директоров функциональных, которые, вот как я, допустим, которые отвечают за какое-то функциональное направление, в частности, вот за качество, персонал, охрану труда и организационное развитие. А также операционные директора, которые возглавляют дочерние компании, группы компаний наши, отвечают за операционный бизнес. И мы пришли к пониманию, что на сегодняшний день у нас существуют две основные проблемы, которые мы пытались решить с помощью вот этого как раз обучения и последующего консалтингового проекта сотрудничества с Malik Space. Первая задача – это все-таки устранить разрывы или пробелы в понятийном поле группы компаний, потому что мы все пришли на текущий момент, вот как раз на начало старта этого проекта, мы пришли с разным багажом, с разным уровнем знаний, опыта, что касается управления организацией. Если, как я уже говорил, там мы с Маратом Наиличем, значит, уже в мае были в бизнес-туре и по большому счету уже читали различного рода книжки, такие как «Открывают организации будущего», такие как «Маврик» и другие. И, соответственно, нам уже это все, как я уже говорил, было знакомо и понятно. И, в принципе, уже мы даже частично уже с тех пор уже даже внедряли какие-то инструменты. В частности, мы уже там уже не первый год практикуем такие вещи, как face-to-face митинги, такие как ретроспективы, такие как перформанс-ревью, даже пробуем применять и так далее. И поэтому многие вещи для нас не новые. Тем не менее, в нашей команде были директора, которые об этом никогда не слышали, ничего не видели, ничего не читали. И, соответственно, многие термины для них вообще звучат как какие-то новые, непонятные абсолютно слова. И они не понимают даже смысла, что это такое вообще, что за этим стоит. Поэтому мы решили, что будет отлично, если мы сделаем некое погружение вот в этот контент, вот этой группы директоров, потому что перед нами стоят серьезные стратегические задачи. Перед нами стоит вторая большая, очень серьезная глобальная задача – это сформировать корпоративную культуру, внедрить ее, миссию, ценности, модели поведения. Я исписал, наверное, более 15 страниц карандашом вот этих всех инсайтов, записей, пометок и так далее, которые, конечно, потом перевел в электронный вид. И вот сейчас даже частично вот сейчас вспоминаю, читаю снова вот эти инсайты, какие-то уже нашли применение, какие-то осели в голове прочно, какие-то еще в стадии осмысления находятся, тем не менее, все равно это было полезно. И плюс к этому надо понимать, что еще очень много было дополнительных бонусов дано вот в виде того, что уже какие-то практические примеры применения тех или иных инструментов. Например, я уже давно работаю в программе MERS, и раньше она называлась «Самурай», мы только в ней начинали. Я сам, в принципе, в нашей компании как раз был, наверное, тем первоначальным человеком, который внедрял, настраивал эти процессы, ретроспективы в первую очередь. И для меня как бы
эта программа знакома, и вообще алгоритм, интерфейс, и вообще логика этого процесса, логика этого сервиса для меня понятна. Тем не менее, я увидел, что уже с тех пор какие-то новые фишки были разработаны, внедрены, появился marketplace и прочие какие-то вещи. И, естественно, я с удовольствием там попробовал применить какие-то другие инструменты. В частности, вот, например, очень сильно зашла тема Speak Carrier Experience, вот этот процесс. У меня прям вот, если уж говорить про самым, наверное, полезный пока на сегодняшний день фишки, который прям вот реально уже получил результат именно вот как раз от этого процесса, потому что мне зашла тема очень сильно вообще, давно уже еще, когда Руслан Гафаров говорил по поводу трех глубинных мотивов, на основе которых большинство людей так или иначе действуют и демонстрируют свои модели поведения. Это глубинный мотив созидания, это глубинный мотив достижения, это глубинный мотив причастность. И когда я оценил, вернее, когда я запустил этот процесс на свою ближнюю команду и обработал результаты, плюс к этому наложилась еще информация от Лилии Валеевой по поводу, значит, ABC плееров, то есть кто какой игрок, А игрок, Б игрок или С игрок. И когда я обработал вот этот результат этого процесса, хотя, в принципе, вот на обучении этого не было, это уже был мой инсайт, я вдруг сразу четко увидел, кто из членов моей ближней команды действует на основании какого глубинного мотива, кто действует из глубинного мотива созидания, достижения, а кто действует из глубинного мотива, значит, причастности. Да, я забыл, там перепутал глубинный третий мотив власти же, конечно, власти, достижения и причастности. Так вот, слава богу, что у меня в команде не оказалось, как мне кажется, это хорошо, что никого не оказалось из тех, кто действует, исходя из глубинного мотива власти, потому что, мне кажется, это все-таки немножко не наша культура. Но, тем не менее, есть люди, которые действуют из мотива причастности. Естественно, я сам себе сейчас задаю вопрос, а это хорошо или плохо? Может быть, это и хорошо, может быть, на этой роли, на этой позиции как раз и нужен такой человек с таким мотивом. Но однозначно, что большинство, наверное, все-таки должно быть А-игроков. И плюс к этому А-игроков, достигаторов, вот этот мотив достижения должен быть. И вот это вот очень здорово мне помогло, это прям вот результат получил, я бы так сказал. Здравствуй, меня зовут Густав. Я уже больше чем 7 лет занимаюсь бизнесом. Сам нахожусь в Риге, Латвии. Учусь у самых лучших, как построить свою новую компанию. Занимаемся продажами, развиваем брендов и помогаем им больше продавать в онлайне. Ну, основной продукт у нас это коучинг-консалтинг. И у нас есть свои продукты, где мы заходим как партнеры и развиваем продажи в онлайне. Да, по поводу Silicon Valley Bootcamp программы я узнал, потому что я смотрю много YouTube, много узнаваю, как большие компании развиваются и какие у них внутренние системы устроены. И нашел YouTube канал MalikSpace, и там уже давно смотрел, хотел попасть в Америку, но у нас COVID пришел, и тогда вот был очень рад увидеть возможность, что можно все сделать в онлайне. По поводу первого дня буткемпа у меня был очень большой инсайт. Это был по поводу миссии и принципов, чтобы все люди понимали, что мы конкретно тут делаем, куда мы идем, и чтобы вы могли в своей компании принимать людей, которые относятся к этой миссии и этим принципам, чтобы у никого не было вопросов. И это очень помогает вся команда понимать, куда они двигаются, что у них нужно. Тебе как основателя он помогает понимать, какие ресурсы тебе не хватает, чтобы продолжить свой путь. Bootcamp дал результат, что у нас получилось синхронизировать людей, поставить их как бы задачу на конкретное задание, на конкретную миссию, принципов, и сейчас все работают над одной конкретной целью. Я еще планирую сделать очень много, потому что это была самая большая проблема, что очень много вещей, которых надо внедрить и надо поменять, и я увидел конкретно систематику, как это все сделать, и да, было понятно, сказано, как это сделать, и сейчас у нас есть план сделать OKRs, у нас есть план делать contextual communications на все, у нас performance review, у нас один митинг сейчас происходит совсем другом, мы сейчас делаем документ специальный, чтобы проводили их уже по системе.
И сейчас работаем над вопросом по поводу геймификации, чтобы у нас было все процессы тоже были такие на геймификации построены. Так что очень-очень много вещей, которых еще надо внедрять, но есть понимание, какие вещи надо. И это такая самое лучшее, что получилось. И работаем над внедрением. Меня зовут Марат Даутов, я являюсь основателем группы компании Бурсервис, являюсь руководителем этой компании. В первый день мы встречались и общались с компанией. Какой инсайт у меня произошел? Это, наверное, простота, с которой строится корпоративная культура. Всего 2 ключевых правила, 2 принципа, которым они следуют. И создали такую серьезную, компанию, которая заняла там серьезную нишу, в которой работает до 4000 человек в моменте. Да. Это один из основных инсайтов, да, произошел у меня. Позже состоялась встреча с Netflix, с другими компаниями. Да. Та корпоративная культура, которую я увидел у них, она строится на взаимоотношении взрослый-взрослый. То есть стоят задачи, цели, есть свобода выбора, как ты это будешь достигать, есть свобода действий. Главное, в назначенное время, срок, час ты должен дать тот результат, который обговорен. Обговорен с менеджером, с руководителем, да, там, с компанией непосредственно, которую ты должен принести. Вот этот инсайт произошел. Да? А теперь вот еще у меня инсайт произошел такой, что такое команда и как они работают. Вообще вся культура непосредственно в Америке строится по горизонтали, именно связана с тем, что есть задача, есть проект, есть цель, вокруг которой собирается команда заинтересованных специалистов, которым это интересно, которых это вставляет, штыривает, и которые готовы взять на себя часть обязательств, роль, задачи, которую они готовы выполнить. И когда они достигают это, они получают, естественно, вознаграждение, как моральное удовлетворение, причастность финансовую, да, благополучие и так далее. И еще инсайт такой произошел, там первая встреча, человек – это не ресурс. Как мы говорим, human resource, и отсюда переворачивается вообще все отношение. Если человек не ресурс, а мы учимся и работаем только исходя из того, что когда у нас есть задача, цель какая-то, мы говорим про, так, нам какой ресурс нужен, там, временной, финансовый, материальный, там, мощности какие-то, да, там, и человеческий ресурс мы всегда говорим. Мы говорим, а если уйти от понятия человеческий ресурс и к людям относиться по-другому, все переворачивается с ног на голову. Вот такие, так скажем, первые инсайты, которые у меня начали происходить там при первой встрече. Меня зовут Кострева Оксана, я дизайнер одежды и владелица бренда одежды. Мы существуем с 98 года, почему больше 20 лет. Очень была рада, что ребята сделали онлайн-вариант, потому что я в прошлом году еще узнала о том, что есть возможность поехать и получить такой опыт, это очень круто. Поэтому я, конечно же, хотела попасть в поездку, но сложилось все так, что нет, не получается никому никуда ездить, и онлайн-вариант меня очень порадовал. Я прям, когда увидела, думаю, вау, как круто. Вообще, с огромным пиететом к Руслану отношусь, то, что очень круто так относятся с таким интересом к своему делу и хотят это еще и вещать, хотят еще и как бы делиться этим, это очень классно. И те люди, которые с ним и которые хотят получить эти знания, это очень крутые люди. То, что даже само по себе взаимодействие с этими людьми, это очень здорово. Естественно, те люди, которые являются спикерами, это тоже вообще просто супер люди, вот, которые и в России, да, и не в России, в той же самой Кремниевой долине, которая как бы является такой основной целью получения этих знаний. Вот, ты видишь какое-то подтверждение своим действиям, да, ты видишь совершенно другое там отношение, ты видишь, как люди это там внедрили. Тебе даются разные какие-то способы там внедрения в своей компании каких-то новых технологий, еще чего-то. В общем, очень классно. Столько всего, что очень сложно выделить что-то, ну, такое, что вот именно это, вот это и вот это ради этого. Если говорить о более конкретном, мы внедряем вот именно структуру внутри компании между сотрудниками. Я внедрила, ввела именно собрание по-новому, какой-то там учет вообще, внутренний учет взаимодействия там между сотрудниками, тоже мы вводим это. В пятницу либо четверг мы устраиваем, когда вся компания там собирается, что, собственно, всех удивляет. А у нас сотрудники все говорят, ну, сейчас растет количество сотрудников, и они все говорят, что вау, мы даже не думали, что у нас в городе можно найти был такой крутой коллектив. Вот. И это вообще дорогого стоит. Мало того, что мы масштабируемся, и это у нас пандемия кого-то, может быть, подкосила, мы, наоборот, очень сильно выросли. Вот. И это все как-то, я не знаю, какой-то такой фантастический пазл сложилось. Вот. И планы у нас большие, мы хотим как бы стать
выйти на международный рынок и продавать, и я хочу офисы открыть всему миру, вот, стать такой как бы компанией с известным именем, хорошими продажами. Это в глобальном, как говорится. Я столько перелопатила вообще информации, каких-то книг, еще что-то. Я продолжаю это делать. И они мне говорят: Оксана, ну вот, например, вот эта там книга или вот этот курс, или тебе он зачем? И я понимаю, например, там какой-то курс там я получила, и я от него там, ну вот реально какое-то одно слово или еще что-то, и оно уже того стоило. Вот. Нужно обязательно сделать шаг, чтобы узнать, есть там что-то или нет. Если ты не сделаешь шаг, ты не получишь ничего. Как говорится, чтобы получить результат, нужно сделать действие. Только шаги приводят к результату. Все. На нашем канале вы найдете достаточное количество материала, чтобы разобраться в том, как работают миссии и принципы в Кремниевой долине. Обязательно посмотрите видео про Facebook, Google, LinkedIn, Amazon и Zappos. Именно в этих видео наиболее четко передается атмосфера культуры и описываются ключевые процессы организации. В нашем телеграм-канале мы каждый день выкладываем статьи на похожие темы. Обязательно подпишитесь на него тоже. Если вы хотите более структурное представление о том, как все это работает, то ищите ссылку под этим видео на часть книги, которую мы издадим в ближайшие месяцы. Там будет много деталей и инструментов, которые помогут вам внедрить все, о чем мы говорили в этом видео. Или оставляйте заявку на наш следующий интенсив из Кремниевой долины. И мы вместе с нашей командой экспертов и спикеров из Кремниевой долины будем работать над вашим бизнесом. Тут ставим точку, подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Задавайте ваши вопросы в комментариях и голосуйте лайком за понравившийся. За лучший вопрос мы подарим книгу «Сам себе босс», а на собравший большее количество лайков дадим ответ в наших следующих видео. Поехали! Ребят, ну а за то, что досмотрели до конца, отблагодарю вас танцем своим ритуальным, который я делаю здесь, на Half Moon Bay, как только у меня появляется такая возможность. Особенно люблю на закате. На самом деле сейчас закат, но вот вы видите, что небо не видно, да? Облачно. А там в долине сейчас только что было солнце и очень яркий свет и чистое небо. Вот такая вот разница температуры и погоды.